Ты получил визу таланта, круто. Переехал во Францию как фрилансер по визе профессионально либераль, возникает вопрос о налогах. И этот вопрос, который волнует всех, потому что Франция известна, и у нее такой имидж страны, в которой непомерное налоговое бремя. В этом видео очень кратко, без каких-то глубоких деталей, я бы хотел немножечко приоткрыть вот эту завесу тайны, какие налоги во Франции, кто платит, в каком объеме, и так ли страшен черт, как его малюют, так ли страшны французские налоги. Всем привет! Меня зовут Алексей Попович, я сооснователь компании Relogate. Если ты работаешь по контракту и единственным источником доходов является заработная плата, то по большому счету можно расслабиться. Во Франции существует так называемая система prélèvement à la source. Это взносы социальные и налоговые, которые осуществляет за работника работодатель. Во Франции все работники по контракту получают так называемый fiche salaire или bulletin de salaire. Это зарплатный листок, в котором расписаны все категории дохода и расхода. То есть есть заработная плата, есть премии, какие-то бонусы и все остальное. И дальше на следующих строчках в этом зарплатном листке расписаны, какие уходят платежи в социальные фонды, фонд социального страхования, пенсионного, медицинского и так далее. И дальше есть этот момент prélèvement à la source, это то, что платится в качестве подоходного налога работодателям. Но, тем не менее, раз в год абсолютно все французы, независимо от того, работают они, не работают, являются они пенсионерами или трудоспособного возраста, должны подавать налоговую декларацию. Здесь важное уточнение, кто является резидентом во Франции. Вы становитесь французским резидентом, если вы живете во Франции больше 183 дней в году. Второй важный момент. Если у вас есть дети, и дети ходят во Франции в школу, вы автоматически становитесь французским налоговым резидентом. Даже если дети ходят в школу и живут все время с бабушкой, а вы, обладая французским резидентством или ВНЖ, проводите во Франции 1 или 2 дня в году, совершенно неважно. Тот факт, что дети ходят в школу, сразу делает вас французским налоговым резидентом. Во Франции налоги разделены на две разные части. Ну, так же, как и везде, но просто, чтобы было чуть более понятно. Во Франции существует понятие cotisation. Cotisation – это социальные взносы в пенсионный фонд, фонд социального страхования и так далее. И дальше есть impôt sur le revenu. Impôt sur le revenu – это подоходный налог. Вот обычно все сваливают в кучу и все это вместе называют налогами. Но на самом деле, да, это платежи, которые автоматически или полуавтоматически списываются с вашего дохода, но не все это является налогами. Социальные взносы налогами не являются, они являются социальными взносами. Если ты артист, художник, фрилансер, у тебя есть ИП, сколько в итоге получится ставка. В зависимости от того, когда было создано ИП, это только первый год работы или это уже второй год работы, и в зависимости от общего дохода, является ли доход от ИП основным и составляет ли он большую часть или меньшую часть, ставка может разниться, но в среднем это получается около 26-28% от оборота. В месяц выставляете фактур счетов на 3000 евро, вот от этого отнимаете 28%, это те деньги, которые у вас в итоге останутся в кармане. А все остальное уйдет в виде налогов и социальных взносов в фонды и в доход государства. Что такое подоходный налог во Франции? Подоходный налог считается в зависимости от состава семьи, то есть вы один, вас двое, или у вас есть еще и дети, какое количество людей в вашей семье работает, то есть кто работает в вашей семье. Например, если у вас семья из 3 человек, мама, папа и ребенок, то считается доход всей семьи.
во Франции существует градации. То есть, если вы один и вы один работаете, то ваши налоги будут рассчитываться подоходные последующие ставки. До 11 500 евро в год вы платите 0% подоходного налога. От 11 до 29 тысяч вы платите 11% вот с этой дельты. Все, что выше, ставка повышается, ну и в итоге она доходит до почти 50%. В том же случае, если в семье у вас больше одного члена семьи, то есть если вы один кормилец, и у вас есть еще ребенок и есть еще супруга, то вам добавляется одна часть, полторы части или больше, и, соответственно, ваша нижняя планка ставки налога, она увеличивается. То есть, если вы вдвоем работает только один, то, соответственно, вы увеличиваете вот минимальную эту ставку, с которой вы не платите никакие налоги. Общее такое замечание: ИП, который оказывает услуги, максимальный оборот может составить там 75 примерно тысяч евро в год. Вот с этой суммы вы примерно заплатите 30% социальных взносов и подоходного налога, и со вторых с половиной этой суммы вы еще заплатите НДС. Если вы запускаете стартап или открываете компанию, здесь нельзя сказать как-то очень общо, какое у вас будет налоговое бремя, потому что это зависит, во-первых, от статуса компании, а во-вторых, это зависит от того, каким образом в компании распределяются доходы в виде дивидендов, в виде заработной платы, в виде дивидендов и заработной платы. Корпоративные налоги не очень сильно отличаются от любых других развитых стран, и, в общем, здесь сравнение примерно такое же, как эти налоги были бы в Великобритании, в Германии, в Соединенных Штатах и так далее. Есть корпоративный налог на прибыль, есть налог на дивиденды компании и есть, собственно говоря, налоги и социальные взносы, которые платятся на зарплату, на дивиденды и так далее. Если вы нанимаете сотрудников в вашу компанию, вы можете посчитать на сайте, ссылочка здесь будет прямая, во сколько вам обойдется каждый сотрудник. То есть вот какую зарплату он будет получать брют, какую зарплату в итоге он будет получать нет, и во сколько это обойдется вам как работодателю. Во Франции большая часть работников работают за СМИК, это французский минимальный размер оплаты труда, он составляет примерно 1850 евро брют и 1350 евро примерно нет. То есть для работника он видит в своем bulletin de salaire в зарплатном листке сумму 1850, на руки получает 1350 примерно. Для работодателя это стоит еще дополнительно каких-то денег. Вот по ссылочке можно поиграться, посмотреть, выгодно ли нанимать сотрудников больше на СМИК или меньше, но с повышением заработной платы. Это очень такой занятный инструмент. Во Франции все резиденты обязаны отчитываться обо всем мировом доходе. То есть, если вы работаете во Франции или у вас во Франции есть бизнес, но в то же самое время у вас есть доходы из-за границы или на территории Франции, но из других источников, например, вы инвестируете на фондовом рынке и получаете дивидендный доход. У вас есть недвижимость, которую вы сдаете в аренду и получаете рентный доход, то есть арендную плату. У вас есть какие-то активы, например, недвижимость, которую вы когда-то купили, а потом продали, и у вас появилась дельта прибыли. Вот об этой дельте нужно отчитываться, она называется survalue. То есть, находясь на территории Франции, будучи резидентом, не забывайте о том, что вы обязаны перед французским государством отчитываться обо всех доходах, которые вы получаете, не только на территории Франции, но и за пределами Франции. Также очень важно, если вы имеете иностранные банковские счета, инвестиционные счета и даже криптовалютные кошельки, криптовалютные счета на биржах, вы о них тоже обязаны отчитываться. В общем, это примерно все, такой очень краткий экскурс в то, что представляет из себя налоги во Франции. Если вы не попадаете просто под категорию наемного сотрудника, у которого нет никаких других
доходов, кроме заработной платы у конкретного французского работодателя, то в вашей ситуации вам поможет разобраться эксперт-контабль. Это профессиональный бухгалтер, который посмотрит на все ваши доходы, на все ваши активы и максимально подробно расскажет вам о том, какие у вас возникают налоговые обязательства. Также эксперт-контабль поможет вам заполнить вашу налоговую декларацию, если вы сталкиваетесь с какими-то сложностями. Для наших клиентов доступна эта услуга, поэтому если вы становитесь клиентом Relogate, то мы вам порекомендуем бухгалтера-эксперта, который максимально быстро, удобно и качественно поможет вам заполнить вашу налоговую декларацию, отчитаться перед французским государством и не иметь никаких проблем с налоговой. Поверьте, проблем с французским фиском, французской налоговой никто не захочет иметь.